Не снимай, не выкладывай. Ну, примерно 3 июня, девчонки и мальчишки. Я набалтываю тебе на микрофон. Смотри, какая лужа натекла за ночь. Потому что это гадская камера, ну, то есть iPhone мой, опять не пишет звук. Я просто в шоке. Я не знаю, как с этим бороться, но вот. В общем, я сижу сейчас и охреневаю от этой лужи на коврике. И прямо сейчас мы, видимо, выдвигаемся в сервис на осмотр стекла. То есть у нас есть специалист по этому хозяйству, по стеклам, и он будет осматривать. Смотри, дождя нет. Капать продолжает просто. Ой, жесть. Просто сижу и вот так вот бам, капля падает. У колюнчика. Попробуем сейчас. Жуть. А Юрик это кто? У Альберта работает. Короче, из меня точильщик еще тот. Короче, Колек взял нас и загнал сразу. А таксисты обычно с собакой не берут. Я не знаю, как я уезжать буду отсюда. Жопой. Собака, ты что стоишь такая? А, собака? Снять у вас, как вы это пилите. Ой, ни хрена. Стеклышко мое. Выйди, приклей, Юр. Пипец. Это вот то, что я подмазывал. Смотри. Вот так. Вот здесь стекло. Видишь? Пипец. Намазюкал, блин. Вот тут оно и текло. Что-то я не... Чё? Ну, я не знаю. Чё ты не знаешь? Ну, что там говорит, что здесь? Мне кажется, здесь... А свет. где? Не знаю. Ну, вот здесь. А, чтоб не гремело, типа? Ну, типа, Это типа наверное. лайфхак такой, Да. чтобы напихать войлок в гранату. Вот и Просто Это- жесть. Реально видел, сколько войлок. намыл, блядь. Охренеть. Так там до хера его, блядь. Так дырявый, да, чехол был? Или нет? Ну, чехол-то там чуть-чуть дырка есть, но, блин, он не Охереть. наберет. Откуда там войлок, блин? Специально похоже? Да, Охренеть. я теперь боюсь, как бы она не захрустела без войлока. Вот такие тут штуки имеют. За 20 лет, в принципе, нормально. Помазал активатором ржавчины, деактиватором. Сейчас еще пацаны почистят. Не ожидала такого пришествия. Видишь, она рада, видишь, хвостиком виляет. Вот балдежник, а? Просто лежит и кайфует. Ну что с него взять? Опа! Ничего себе. Офигеть. Сколько воды, а? Я красил на мангале. Сейчас будет торчать. Кота-то? Мишенька, Миша. Фу. 5 июня, девчонки, мальчишки. Переночевал в саду. Сейчас поедем кубика забирать. Собака на месте, как всегда. Что-то ждет, вечно сидит. Вот такой тут радиоприемник. И вот такие кассеты, прикинь. Со всякой шляпой. Опа.
свой круг. Вместо баранки или за елками с этим ездим. Да уж, представляю. Этими елками, соснами. Оба-на. Потек. Все. Посандалили до дому. Офигеть. Сейчас, значит, поставлю потолок. Сниму вторую часть. Постираю тоже так же. Эх, хорошо. Что есть место, где я раньше работала, куда можно заехать и сделать это с рассрочкой. Короче, сегодня пятница. Завтра суббота. И вот по следующую субботу будет дождь. Представляешь? Вот такой трэш. И представь, если бы вот это все не заделать. Какая бы тут, я не знаю, машина бы сгнила. Сегодня будем потолок ставить. Ну, вот эту часть потолка. А ту часть будем снимать и стирать ее. На улице дождик, а в машине сухо. Это не может не радовать. Кронштейн, короче, фонаря, который делают по крыше вот так. Тун-тун-тун-тун. В общем, я не знаю, что с ним еще сделать, кроме как вот это. Ага, ни хрена. Чутка подогнул, надеюсь, сейчас прижмется. Батю потерял, а он, оказывается, в гараже. О, есть, взял. Технология асфальт ботинок работает без отказа. Да? У меня было 3 куба до этого, и ни на одном не было вот этой штучки. Его подклеить бы, блин. Но у меня клея нету. А и так потолком будет держаться, в принципе. Вот так вот чпок. И сюда чпок. Куда убежал? Вот на этих 2 штуках держится пока. Ну давай сравним. Как тебе такое, а? Гуд? Так, на этом пока закруглимся. Чуть попозже прибегу сюда, сниму вот эту часть. Ну как тебе? По-моему, топ. Вот что я не успел прошлой осенью сделать. И потолки я стирал на каждом, блядь, своем кубе. Так, забежал домой, хлебнул чайку, завел собаку. Побежали дальше собирать переднюю часть потолка. Вечно куплю полотенце, короче, и жалею его. Сейчас машину брошу. Собаку дома оставил. Нафиг. Замок надо менять. Дождик хочет пойти. Так, залезаем внутрь. Давай сначала назад залезем. Там сложно будет, да? Ладно. Начнем спереди. Такой, короче, такая фигня, что, видишь, вот эти пятна. А я их глазами не вижу, короче. Вижу, но очень слабо. Если не присматриваться, даже не увидишь. И вот это печаль, что я его не достирал. Я теперь страдаю, понимаешь? Это мне пятно всегда лезет в глаза. Но если убрать телефон, я ничего не вижу. Вот. А этот потолок я буду стирать, пока до дыр не достираю, чтобы уже точно никаких пятен, блин. И потом куплю пену и пройдусь по этим пятнам еще раз. Так, ну ладно, короче. Хрен бы с ним. Собираем потихонечку. Прикручиваем все на место. Здесь, видишь, ножка, а здесь пружиночка. Сюда заводишь, а здесь оно должно залететь. Но, судя по всему, не обязано. Так, как мне сесть-то так, чтобы мне спинка? Вроде ровненько встал, все. Потолочек. Чик. Мне не хватает весу. Есть.
Очень классно. Потолок буквально там засунул его в щель между вторым потолком. Потом здесь вот эти штуки защелкнул. И все, он висит. Резинки повесил. Короче, в одно жало практически. Не практически, а в одно жало я все делаю сам. Вообще в сервисе как бы, когда работаешь, все привыкаешь делать сам. За редким исключением, когда ну прям вообще никак. Помнишь, да, что это зеркало на соплях буквально тут держится? Стоит его чуть толкнуть, и оно отлетит просто-напросто. Так, я их не буду ставить, их надо мыть, короче. Они просто чумазые оба. Фу, зеркало вообще чумазое. Ну, чумазые просто, смотри. А? Как тебе? Под цвет к этому потолку, скорее всего, чем к этому. Короче, их надо стирать. Вот, ручку пока прикручу. Я не знаю, как на других машинах. Но японцы меня вообще просто, я ржу над ними. Смотри, ручка. Такие вот штучки. Чтобы ты залез вот так вот сюда. Вот так вот. Видишь? Идеально. Ковыр. Ковыр. Кстати, знаешь что? Эту ручку тоже помыть бы не помешало бы. На этом этапе пока все. У меня сегодня вроде бы есть свободное время. Могу заниматься. Завтра вроде бы как я... Во-первых, у меня урок, а потом я лечу в сад, забираю родителей, везу их на день рождения к своей тетке. Надо подумать. Мне надо снять вот эти верхние обшивки, понимаешь? Геморрой какой. А может быть нет никакого геморроя. Короче, снимаю ручки, а там видно будет. Сейчас, наверное, уже никто не помнит, что салон был такой же серый, как этот потолок. Я, если честно говоря, еще бы его разок прошелся. Вместе. Вот так должно быть и спереди прикручено, представляешь? А там было все никак. Потому что разбиралось все непонятно, правда, для чего. Ну, как-то так. Это все откручивается. Но тут, понятное дело, ничего не откручивалось. У меня сзади вообще, все, кто ездит сзади, не пристегиваются, хоть ты тресни. Хоть ты им кол на голове тиши. Прям заставлять приходится. Люди не понимают, что они просто улетят вперед. И, как правило, при серьезном ДТП непристегнутые задние пассажиры убивают передних. Представляешь? Ну, в следующий раз умнее буду. Короче, вот эти вот заклепки, видишь, вот эти? Их надо снимать в первую очередь, оказывается. Так, у меня тут все повисло. Сейчас я быстренько отковыряю. Будем его снимать. Мне надо снять, значит, этот ремешочек. Тут все вообще легко и просто. Само отвалилось. Надо дверь открыть заднюю. Снял боковушку и вот такой сюрприз. Здесь что-то горело. Но это не у меня. А может быть, у меня. Вот на массу что-нибудь прижалось. Короче, надо будет, когда ставить буду, аккуратнее с этим быть. Вот такие тут еще приколы присутствуют. Нужно будет герметосом все проклеивать. Видимо, протекала вот эта вот хрень. И здесь такая же хрень. Веселая, видишь? Вода здесь просто стояла. Ну что, тащим домой. Короче, прикол в том, что потолок входит только в одном положении. Я когда тот потолок выносил, неправильно его вставил. И мне его дверьми начало ломать. Я кое-как успел ногу воткнуть, короче, между дверьми. Просто жесть. Я вот пришел, собака меня даже не слышит, представляешь? Она даже не знает, что я здесь. Смотри, как она сейчас будет реагировать.
Привет, собака. Ты меня соскучилась? Ты у меня соскучилась? Смотри, смотри. Она уже одна же сидела. Ты молодец, хорошо сидишь. Молодец, что не шныряешь туда-сюда по хате. Ну что, Миша, все фигня, давай по новой. Интересно, вот этот потолок встанет в ванну или нет? Потому что тот, кто встал, нет, не встает. Ну, хотя бы так. Но этот я буду стирать тщательней, потому что так не хочется, знаешь, повесить его, а потом смотреть, блин. Ну, он просто конченый в хлам. А посмотри, сколько говна с него потечет. Земля течет, прикинь. Годовалая. Годами накопленная просто. Пусть немножко поотмокнет. Не знаю, почему никто никогда не стирает потолки. Я всегда снимаю и стираю. Мне без проблем вообще. Фу. Короче, вот до сюда домыл. Сейчас нижнюю часть буду мыть. Та уже почти высохла, видишь? Сохнет прям моментально. Это классно. Помнишь, какой кусок был мыла? Толстый. Все, его почти нету уже. Еще мыло против пятен, прикинь. Не знаю, другое бы взяло, например. Черный просто потолок. Просто чернющий. Так. Ну все, сейчас подсохнет. Через телефон посмотрю на пятна. Попробую их еще раз застирать. И все, в принципе. Ставить надо будет уже завтра, правда. Потому что он сверху сохнет быстро, но внизу вот эта влага, она очень долго здесь стоит. Перевесил, короче. Вот здесь вот трос висел, видишь? Осталось. Высохнет, распрямится. На уголок повесил. И чтобы на уголок стекало. Так быстрее подсохнет. Ну и смотрю, вроде ничего пока. Вот это вот пятно глазами не видно, чтобы ты понимал. Вот я его через телефон вижу. Я думаю, это просто сырость пока что. Но если не исчезнет, будем его застирывать. Еще тут зеркало очень прикольные блики дает. Вот смотри. Если, допустим, его... тут еще сыро вижу. Узелок развязался. Чуть-чуть. Фу. Вроде ничего, все цело, без потерь. Ну, короче, пусть сохнет. Высохнет, посмотрим. Не собираюсь его выносить отсюда, пока весь не застирнул все пятна, как бы. Опять отъехал звук. Пишу на микрофон. Смотри, какие чумазые ручки. По сравнению с потолком. Ситуация со звуком меня вообще уже вымораживает просто. Сейчас пойду еще вот эти вот принесу. Козыречки. Такие же чумазые. Горяченькой водичкой замочил. Пусть немножко полежат. Яйца тоже надо замочить. Не снимай, не выкладывай. Так. Опачки. Опачки, опачки. Так, это мой, а это твой. Тоже интересно ставится тут. Запихивается туда так вот. Чик. И все, он уже висит, прикинь. Чик. Ну да, здесь теперь надо все мыть. Эти все надо мыть, это все. Резинки все надо мыть.
Заманаюсь, короче, тут теперь отмывать им. Я же говорю, эти кубейки, они обычно просто настолько все грязное, что можно просто каждый день что-то мыть. И то не вымоешь. Готовченко. Помнишь, спереди под потолком была какая-то кошма? Что-то подобное. А тут ни хрена нету, прикинь. Еще надо подумать, как ту ржавчину пофиксить, чтобы туда вода больше не лезла. Ну, смотри, куда я. Надо было попасть. А я даже не видел, что здесь вот такая вот штукенция. Что надо попадать прямо вот в это. Иначе он хрен оденется. И он держится не только за счет той части потолка, а вот за счет вот этих штук, прикинь. Прикол. Помнишь, я говорил, что я вроде сиденье почистил, почему тут так воняет? Помнишь? И теперь ты знаешь, почему тут так воняет, да? И почему так воняет теперь больше не будет. Я нашел просто дичайший непрокрас. Вот на этой панели. Не на этой, на той. Просто дикий. Во-первых, после которого у меня возникла идея все перекрасить, но вспомнив, как это бывает, что у меня не получится в саду это покрасить, потому что в саду ветер, струя с краской разбавляется ветром, получается какой-то такой странный напыл. В общем, красить на улице это самое беспонтовое, что может быть только на свете. Ты никогда не можешь за результат ручаться, понимаешь? Ветер, дождь, мухи, пыль, там всякое говно. А на базе я красить больше не хочу. Ну и, собственно, вот он. Вот эта вся панель, вот эта вся сторона, вот эта, она не прокрашена. И это тоже, видишь, серая, грунт торчит. Здесь прокрашено, не прокрашено, прокрашено. Вот здесь вот прокрашено. Как так получилось? Почему так вышло? Вообще не понимаю. Но у меня теперь есть обезжирка хотя бы. Я могу ее заточить, ну, когда у меня возникнет желание. Просто я накрасился пока на год вперед. Как только у меня возникнет желание покрасить что-нибудь еще, первым делом я покрашу эту штуку. И краска даже у меня есть, прикинь. А так мне нравится, в принципе. Так. Протереть надо. Зеркала. Света тут нет, правда, в зеркалах. Вот это вот. Недоработка. Я знаю, что в крутых тачках свет есть. Открываешь, и свет загорается. Ай, чумазые. Вот эти чумазые штуки. У меня как-нибудь желание возникнет, я их в саду просто сниму и отодраю. Так же, как и зеркало, собственно, которое смотрит хрен пойми куда. Так, я замазал герметиком. Там, где могла вода течь. Уж не знаю, поможет это или нет. Все, короче, завтра прилепить потолок прям тут же. Вот так вот оставляю, как есть, все. Так вот. Чпок. Мне вот прям очень интересно, это я чуть не сгорел или до меня кто-то? Тут вот в этой стороне гореть нечему. Я думаю, что я видел как-то видео о том, как вот эти вот термоусадки могут быть опасны. Волосинка одна протыкает термоусадку и прижимается где-нибудь к корпусу. И пошло-поехало. Теперь я понимаю, если это оно, то, скорее всего, больше тут нечему. Теперь я понимаю про это, почему у меня помехи на камере иногда. Я сейчас это все перемотаю и, дополнительно. И буду прокладывать уже по более,
тебе сказать. Попробую проложить получше. Масло для кондера приехало. Будем заправлять. Ну, когда менять будем. Тот, который сейчас стоит. Вот, то есть масло нужно налить прямо в компрессор. Половину. То есть 80 грамм льется. Половину в компрессор, половину в систему. Так и шо, посмотрим, что там у нас. Наточу я свой топор. Угу. Димка одобрил, сказал, бери. Я взял, значит, когда я приеду в Москву, мы с ним сгоняем на разборку, возьмем компрессор, поменяю я его. Вот тут я не знаю, сколько, как тут, где тут увидишь, сколько здесь. Но у меня есть весы, которые я тоже возьму с собой. Я налью 80 грамм, половину сразу залью в компрессор. Я посмотрел видос, там чувак пишет, если, говорит, ваш компрессор сдох после того, как вы его поменяли, это, скорее всего, практически всегда от того, что туда не дозалили масло. 6 июня, девчонки, мальчишки. Утром, зайдя, короче, сюда, увидел еще несколько пятен. Видишь, вот эти вот блики от зеркал, они меня вообще сводят с ума просто. Нашел вот здесь вот такое пятно. У меня висело вот этим углом вниз. И, видимо, вся грязь стекала. Застирал, не помогло, застирал. Еще раз перевесил на другой угол. Теперь, видишь, вся вода стекает здесь. Но посмотрим, что будет, видишь. Вот. Капает еще потихонечку. Так. У меня тут все валяется, видишь. Собаку кое-как тут пристроил. Так. Ну что тут? Сейчас отзанимаемся, поедем в сад. Отмоем все боковушки, все резинки. Резинок нету, видишь, я их снял. Здесь есть. Они ужасные просто. Вот эти тоже надо отмыть. Короче, есть чем заниматься. Так, ухо почешу. Опять забыл антифриз долить. Почти полбанки вылил, представляешь? Интересно, блин. Куда это он сваливает? Прям очень интересно. Неужели это прокладка? Потому что потеков-то нет нигде. Прикинь, посреди дороги где-нибудь стрельнет. Будет капец как весело. 17 литров на 1000 рублей. Заправил. Что с ценами на бензин вообще капец какой-то. На той заправке, где я все время заправляюсь, 62 рубля литр. Здесь 58. Ну, я думаю, здесь тоже скоро будет. Сидят, блин. Сегодня опять тучки. Не знаю, удастся мне что-нибудь там на улице поковыряться в саду, нет? Ты сейчас офигеешь. Тадач. Как тебе такое, а? Нет у меня окна теперь. Прикольно. Интересно, а зачем они лепят эти плакаты? Ведь досафа же тут нет. Даже подсветку замутили, прикинь. Ну, шикардос вообще, да? Я обожаю моменты, когда в здании никого. Когда ты один в здании. Просто хочешь — стучишь. Хочешь — не стучишь. Ни хрена тут темно. Темно из-за того, что баннер повесили. Ой. Пуха-то сколько поналетел. Офигеть. Давай, собака. Блин, все в пуху. Ёлки-моталки. Чик. Чик.
Первый раз не пахнет саниной какой-то. Первый раз, прикинь, за все вот это время, когда потепляло. Странно. Выветрилось, что ли? Так, слышите? Успел срисовать? Меня так удивляет иногда так. Ты там титры быстро там. Тут я не успел прочитать. Ребята, у вас же пауза есть. Вы забыли, что ли? Готово. Я тут на днях скинул такой бит прикольный. Навеянный группой Tool. Хочу тебе его сейчас сыграть. Я его сам ни разу не играл еще. Значит, как всегда, набросав дома упражнения, я понимаю, что сыграть их практически невозможно. Поэтому переписываем немножечко. Ну, то есть, я-то еще могу как-то расковырять это все дело, но ученику это будет супер сложно. Поэтому переписываем.
столько пуха, просто жесть. Как его не вдохнуть, непонятно просто. Везде один пух. Голимый. Мы отзанимались, поехали в сад. Пошли, блин, укропа. Сейчас буду заниматься пастерушками. Сегодня опять обещают дождь. Видишь, тут лужи. Тут ночью поливала, короче. Надеюсь, я успею что-нибудь сделать, прежде чем пойдет дождь, блин. Все, выдвинулись в сторону дома. Колеса намыл. Сейчас в вазон с собакой забежим. Новые щетки сразу поставим. Короче, уж что не говори, но с козырьками, опущенными вниз, мне, блин, как-то комфортнее ездить. Сейчас выдали нам вот такую бандуру, вот такую. Сейчас я ее буду вскрывать. Что-то терзает меня смутные сомнения. Как будто это не мои дворники. Сейчас домой пойдем. Терпила. Надо что-то замотать-то, а? Что-то упаковка какая длинная. Я думаю, что это не мое, блин. Все, надеюсь, не будет. Сейчас пойдем еще домой. Потолок посмотрим. Одна написано 19, другая 18. В принципе, нормально. Достаем, короче. Так. Чик. Ну, похоже на правду. Короче, когда я их покупал, было написано щетки для Nissan Cube Z11. Но вот это я не знаю откуда. Она классная, такая длинная, на все стекло. То есть они разные, одна короткая, одна длинная. И та, которая длинная, она, короче, вот этой. Посмотрим, как они трут. Блин. Ну это же, блин, земля и небо, а. Никаких тебе перекладок вот этих. Тытыщ. Топ. Ну да, она короче намного. Но обрати внимание, здесь она в конце трет практически столько. Она сверху трет меньше. Ладно, всем спасибо за просмотр. Пока я пошел монтировать бложик. Этот, какого, багажник.
Потолок будем ставить в следующей серии. Всем спасибо за просмотр.